Доброго времени всем суток. С вами канал Технологии из гаража и я Алексей. Прежде всего хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает мой канал. Друзья, вам большое спасибо, что не забываете. Итак, я хочу вам сообщить одну вещь. Когда я читал ваши комментарии, меня что-то начинает раздирать сомнения. Одни просят, чтобы я снял с близкого расстояния, другие с дальнего расстояния, чтобы вся панорама была. Я уже снял 2 видео, и ни то, ни другое никому не понравилось. Ну, надо что-то, думаю, среднее снимать. Так вот, я уже хотел снимать было новое видео, но тут опять на меня пришли нападки. Не успел я от них отгрестись, так пришли новые. Я так подумал, это бесполезное дело, я борюсь с ветряными мельницами. Так что, думаю, буду делать то, что считаю нужным. Я вам обещал схему гравилета, я вам ее выложу. Но я вам выложу ее, как сказать, видео получится долгим, так как я буду вставлять некоторые видеоролики из других материалов, чтобы не подумали, что я там фантазирую что-то или что-то гоню от себячину. Поэтому буду добавлять видеоролики, подтверждающие мои комментарии. Потому что, вы знаете, говорится, вера, она основана на знаниях. Знания базируются на фактах. А факты самая упрямая вещь в мире. Но это все знают. Я думаю, с этим согласитесь. Так вот, я хочу вам тоже рассказывать теорию по пути, как сказать, выкидывая схемы и свои рассуждения. И свои рассуждения я буду подтверждать этими фактами из других роликов. Но я понимаю, что все сомневаются, ибо сомнение – это признак того, что вы дружите с реальностью. Я никого не обвиняю, я понимаю, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому нужно свои слова подкреплять доказательствами. И сегодняшнее видео немножко затянется, потому что оно будет долго, там все сразу не расскажешь. Так что кому не интересно, можете в быстрой перемотке там промотать, когда вот дойдет до схем. Но чтобы понять весь принцип, нужно прослушать хотя бы мои рассуждения. Я буду сегодня, постараюсь как можно более подробно рассказать о теории и о самом этом процессе исследования, который я сделал в последнее время. Так что вот, запаситесь терпением и начинаем. Итак, что такое прежде всего сама гравитация? Ну, многие ученые пытаются объяснить этот принцип, это явление своими, как говорится, теориями. Это просто можно выразить 2 словами. Гравитация – это сила, которая нас притягивает к Земле. Вот и все. В чем она выражается? В одном процессе, то, что нас тянет, и все. У меня есть несколько способов повлиять на нее. Это, вы знаете, как низкие температуры, как я уже был в одном своем ролике показывал, как в низких температурах парит магнит. Потом второе, это особые электромагнитные поля, влияющие на гравитационные волны Земли. И третье, правильно подобранная частота звуковых колебаний влияет тоже на вес предметов. Это уже было, как говорится, доказано еще с древних времен, когда строили египтяне свои пирамиды, они создавали звуковые волны гигантскими раструбами, и предметы меняли вес. Также вы, наверное, знаете про коралловый замок, который весит, некоторые блоки вешали по несколько тонн, и его строил один человек. Но эту тайну он унес с собой в могилу. Ну, в принципе, понятно, что он делал при помощи звуковых колебаний. Облегчал эти блоки и собирал замок. И четвертое. Так, заряженными частицами элементы теряют вес. Это уже этот эксперимент я вам потом продемонстрирую в одном чуть позже. Пятое. Создание антиволны. Тоже если создать антиволну, антигравитацию, тоже получится эффект левитации. Шестое. Это измерение частотных характеристик самого предмета. Как мы знаем, что гравитация – это взаимодействие частот. И седьмое. Нейтрализация гравитационных потоков. Ну и вот рассмотрим несколько этих принципов.
И вот начал я вот когда пересматривать все это, я пересмотрел конструкции уже известных изобретателей, таких как Шаурберг, Серл, Шарль. И что же я увидел? Я увидел аналогию физических принципов их аппаратов, а именно то, что у них практически одинаковая сама природа, то, что у них вращаются радиально-магнитные или электромагнитные поля. Вот даже, знаете, в проекте «Колокол» Третьего Рейха там тоже вращаются два цилиндра, что у Шаурберга вращаются два диска, а в проекте «Колокол» два цилиндра. Что же это за эффект такой? Итак, начнем. Так вот, пересматривая вот историю вот Шарля и Серла, мне тут приглянулась такая одна интересная вещь. У них, в принципе, один и тот же принцип, но почему-то многие путают Шарля с Серлом, говорят, что это один и тот же человек. Нет, ребята, Джон Шарль уже умер, а Джон Серл еще живой. Так вот, с чего же все началось? Вот в возрасте 14 лет Шарль поступил учеником электромонтера на завод в английском городе Бирмингеме. Работая с постоянными магнитами для электросчетчиков, он в 1946 году открыл новый эффект электромеханики. А он был такой. В быстро вращающемся диске появляется радиальная движущая сила с вертикальным вектором. Чтобы увеличить эту силу, он сначала намагничивал диски, а затем стал использовать постоянные магниты. Ну так вот, у Серла, например, несколько колец было, да? А вот у Шарля вот эти диски. И вот, однажды его модель, состоящую из нескольких соединенных вместе колец, испытывали во дворе. Уже при малых оборотах в радиальном направлении колец появилась большая разность потенциалов, что повлияло по характеру и треску электрических зарядах и запаху озона. А затем произошло совсем необычно. Блок колец оторвался, он раскручивающегося мотора и завис на высоте 1,5 метра, постоянно увеличивая обороты вращения. Так вот, вокруг объекта появилось розовое свечение, показатель активизации воздуха при падении давления. Объект начал подниматься. Но вот, другим побочным эффектом оказалось то, что вокруг прекратилась радиосвязь и выключились радиоприемники. И, наконец, вращение достигло до такой фантастической скорости, что объект быстро исчез из виду. Так вот, вдохновленный своими результатами, Шарль с 50-го года по 52-й создавал и испытал еще свыше 10 моделей левитирующих дисков. Вот в дальнейшем он научился и управлять разгоном диска. Так вы видите, вот, запомнить надо вот этот важный момент, что в быстро вращающемся радиальном диске появляется электродвижущая сила с вертикальным вектором. Вот это надо просто запомнить. Этот эффект использовал и Шаурберг. Если взглянуть на его конструкции, Шарля, и это у них в принципе один и тот же принцип. Но немножко разность этих конструкций. Я вот не видел саму конструкцию у Шарля, но у Шарберга мы потом сейчас рассмотрим. Я по ее принципу и собирал свой диск. Так вот, в 80-х годах о Шарле было много шума в прессе, как об отце летающих тарелок. Но потом как будто поступила от кого-то новая команда, и все разговоры моментально прекратились. А потом он просто умер. Вот еще хочется добавить, что два россиянина, москвича, вот Владимир Рощин и Сергей Годин, задались целью проверить открытие Джона Шарля. Они съездили к нему и брали у него интервью, правда уже в тюрьме. Но он наотрез отказался ему выдавать свой секрет. Но они не сдались и по своему, уже, как говорится, другим путем пошли и построили свой генератор свободной энергии. Кстати, он тоже, привесив 350 килограмм, он выдавал 10 киловатт электроэнергии, не потребляя топлива. И при этом он же уменьшался вес его, когда он уже вращался. Ну ладно, не буду дальше забегать в историю, вернусь к своему диску. Как же я начал его сделать? Я пересмотрел Шаурберга, Серла и начал делать.
Вот, возникает вопрос, какие физические свойства создает данный девайс, что заставляет его левитировать. Ну, первое, что приходит на ум, это как аналогия с трехсекционным конденсатором. А значит, что этими пластины должны при подаче напряжения заряжаться. И вот я хотел вам продемонстрировать один девайс, который мне попался однажды. Эксперимент, как ведут себя тела с заряженными частицами. И вот сейчас вот я вам продемонстрирую одно видео, которое вам стоит посмотреть. Это видео вам покажет, что заряженное тело теряет вес. Итак, посмотрим сейчас видео. Так, целью данного эксперимента, значит, служит облучение, вернее, насыщение образца, значит, жидкости, находящейся в стеклянной ампуле, уравновешенной на лабораторных весах с помощью электрофорной машины. Я сейчас буду, значит, насыщать электромагнитной энергией, значит, статической электромагнитной энергией данный образец. И мы посмотрим его поведение в гравитационном поле. Из-под данного образца. Ну, поскольку это было кратковременное действие на данный образец, то отклонение не столь существенно. При более длительном воздействии на данный образец, значит, образец становится легче на более существенную величину. То есть можно, допустим, показать по времени, вот сейчас буду назад подвожу более длительное время, чтобы показать, что в зависимости от времени заряд накапливается более существенный для создания антигравитационного поля, которое взаиморасталкивается с гравитационным полем Земли. Так вот, вполне достаточно такой величины. Вот я удалил. То есть видно, что электрофорная машина отведена достаточно далеко. И видно, что... Покажи сейчас время, сколько прошло времени. То есть вот сейчас ты зафиксируй. То есть данный образец проявляет свои антигравитационные свойства в гравитационном поле Земли более существенно. То есть это уже вот заметно. То есть если данный образец заряжать в твердом агрегатном состоянии, то заряд накапливается еще в большей степени, то есть плотность заряда накапливается в большей степени. И, соответственно, данный принцип можно использовать в летательных аппаратах по подъему и перемещению грузов в атмосфере и в космосе. Ну и вот, вы посмотрели, и сделаем теперь вывод. Из видео понятно, что наэлектризованное тело теряет вес. Электромагнитные поля, окружающее тело, частично влияют на гравитацию. Но нам этого мало, так как нужно тело заставить левитировать. Надо создать электромагнитное поле
с циркулирующим замкнутым потоком. Тогда гравитационные волны будут огибать его. Ну, забегая вперед, я вам скажу, что есть такие моменты, как вот, например, вот даже вот по всей Земле раскиданы аномальные зоны. Вот как вы, наверное, знаете, как про зону Прейзера, где вот, например, гравитация искривлена. Это же тоже создается этими электромагнитными аномалиями самой Земли. Вот. Ну, если хотите, потом наберете ее. Так почему же вращающие диски создают этот эффект? Дело в том, что при подаче высокого напряжения на диски они заряжаются, создавая, образуя вокруг себя поле. А механическое вращение дисков заставляет это поле закручиваться в два тороидальных вихря. Так вот, чтобы это не рассыпались вихри, они вот имеют разный потенциал, потому что подаем минус на нижний и плюс на верхний. И чтобы они не рассыпались, вот я вот использовал вот этот вот средний диск, подавая на него напряжение от качера, оно пульсирующее, чтобы эти два тороида были устойчивы. А магниты, которые расположены на них, они усиливают этот эффект. Вот. Ну вот при подаче высокочастотных импульсов с качера я вот пробовал тем самым, подбирал частоты, при которых эти тороиды, они закручивались один в другой. Они создавали два тороидальных вихря. Вот стоит упомянуть еще Гребенников, тоже рассказал, что он летает на бубликах. То есть тех же самых тороидальных вихрях, которые создавал его аппарат, но только уже другим путем. Он уже использовал другой эффект. Хотя, в смысле другая конструкция была, но эффект был использован тот же самый. Оговорочка. Вот. И вот, подбирая скважность импульса на качере, я тем самым заставлял пульсировать эти поля на частотах, при котором отклоняются гравитационные волны. Вот, к примеру, возьмем насекомых. Они создают подобные электрические поля вокруг своего тела. Вот, взгляните на самого насекомого, как распределяются заряды в нем и как распределяются заряды вокруг земного шара. Вот сейчас выведу на экран картинку и рассмотрим это более поближе. Что мы видим? Тот же самый трехполосный асимметричный конденсатор, то есть трехсекционный асимметричный конденсатор. Вот рассмотреть тело жука, те же самые пластины, что и в дисках Шаурберга. У них тот же самый принцип полета. Они создают эти антигравитационные коконы, которые эти гравитационные волны огибают. Ну вот, стоит еще упомянуть, что жуки тоже используют электричество. И в сочетании со звуковыми волнами. Ну так вот, жуки создают эффект левитации за счет совокупности звуковых вибраций и электростатического заряда в своем теле. Вот аналогичный принцип использовал и аппарат Шаурберга. С тем отличием, что левитировал на векторной тяге, создавая во вращающихся дисках. Вот на этой схеме указано, что двигатель состоит из винтов, как у вертолета. На самом деле это дезинформация. Шауберг считал винтовую тягу вчерашним днем, бесперспективной идеей для скоростных летательных аппаратов. На летающие тарелки он предложил взамен винтов установить специальные мембраны, тонкие металлические пластины, которые приводятся в движение электромагнитами. Двигатель был создан по принципу телефонного динамика, поэтому и форма первых летающих аппаратов приобрела вид дисков. А жуки на надкрылках, создавая в них вибрациями. В принципе, эффект получался один и тот же, но разными способами. Но единственное, что их объединяло, кое-какая такая аналогия между собой. Если взять, допустим, аппарат Шаурберга и жука, все равно просматривается аналогия. Так вот, есть, например, звуковые волны в электромагнитных полях, то есть эти волны создают эффект.
Этот эффект повторил Хатчисон. Вот возьмем видео, сейчас посмотрим и запомним одну вещь, что он воздействовал, тоже комбинация волн от трансформатора Тесла и подавал на них звуковые вибрации вот от совокупности. Но он еще использовал этот аппарат Ван ден Графа. Вот теперь сейчас данное видео пересмотрим и сделаем еще один вывод. Изобретатель Джон Хатчисон. В неоднозначности понятия гравитации уже давно и неоднократно убеждались энтузиасты-экспериментаторы. Так, изучая продольные волны Тесла и попутно используя генератор высокого напряжения Ван де Графа, еще в 1979 году канадский физик и изобретатель Джон Хатчисон стал свидетелем нового, неизвестного науке явления. Краткая справка. Генератор высокого напряжения Ван де Графа генерирует напряжение до 7 миллионов вольт. Принцип действия основан на электризации движущейся диэлектрической ленты. При этом сила тока оказывается несоизмеримо мала, и прикасаться к генератору можно даже детям. Интерференция продольных волн, создаваемых двумя или более катушками Тесла, заставляла 32-килограммовое ядро левитировать, а мороженое из стаканчика, разводные ключи и прочую мелочевку отправляло к потолку. Металлы и разнородные материалы, дерево и металл, сплавлялись между собой или нагревались до температуры плавления и возгорания, а массивные стальные пруты самопроизвольно рвались, словно бумажные. Сохранившиеся видеозаписи и документальные отчеты выглядят настолько убедительно, что граничат с паранормальным. Сейчас мы наблюдаем результат одного из опытов, проводимых в своем гараже изобретателем. Джон регулирует частоту электромагнитных излучений, направленных на произвольно выбираемые объекты. Хатчисон не скрывал, что многое из того, что было обнаружено, стало продолжением опытов Николы Тесла, доступные труды которого он внимательно изучил. Но то, что удалось получить в результате экспериментов, превзошло все ожидания и вышло за пределы имеющихся представлений о самой природе гравитации, пространства и времени. После Сёрла многие экспериментаторы-энтузиасты, независимо друг от друга, пришли к выводу: электромагнитное поле определенных частот способно порождать состояние, при котором гравитация отсутствует, а материя, время и пространство меняют свои характеристики. Итак, подведем итог всего вышесказанного. Явно просматривается 4 базовых принципа. И все, как видите, это не моя фантазия или домысла, а конкретные эффекты, открытые и подтвержденными реальными людьми, такие как Шарль, Серл, Шаурберг. Итак, первое. Это электромагнитное поле определенной частоты способно порождать состояние, при котором гравитация отсутствует. Второе. Интерференция продольных волн, создаваемых двумя или более катушками Тесла, отклоняет гравитационные волны. Третье. В быстро вращающемся радиальном поле появляется радиальная сила с вертикальным вектором. Четвертое. Звуковые вибрации правильно подобранной частоты заставляют предметы левитировать. Так вот, все эти вышесказанные принципы и лежат в основе гравилетостроения. Но я не упомянул такие эффекты еще как ЭПС и решетчатые структуры, такие как графен и прочее. Но это уже тема для отдельного разговора. Не будем брать сверхпроводимость в низких температурах. Тоже этот эффект присутствует, но он трудоемкий, тем более-менее сложный и неудобный для нас. Вот. Запомним все эти 4 принципа. От них будем отталкиваться. Итак, а теперь самое интересное. Переходим к разбору полетов. Посмотрим на схему. Я сейчас расскажу, как устроено. Наконец-то вы дождались. Я обещал схему, и я сегодня в этом ролике ее выложу. Так, смотрим схему. Ну вот, друзья, сама схема. Как и обещал, так и показываем. Так вот, что мы тут видим? Она состоит из 3 частей. Это импульсная часть, сам качер, силовая и низковольтная. Сейчас рассмотрим все по порядку, что для чего нужно. Ну, силовая часть нам служит для питания вот этих 2 дисков, подавания высокого напряжения.
Здесь мы видим сам вот этот регулятор с блоком питания, как бы тут идет у нас напряжение, сам регулятор. Дальше идет схема питания ТДКСника, но она может быть другая, я вот решил не заморачиваться. Можно было сделать ее собрать пуш-пул на 2 мосфетах, но я не стал заморачиваться, воткнул простую. Дальше идет сам ТДКСник и умножитель. Но умножитель, правда, собран уже внизу, смонтирован в самом диске, под нижней части. И вот, так что это нам дает? Это нам дает напряжение, плюс подается на верхний, минус на нижний. Это связано с тем, что у нас заряды Земли распределяются таким образом. Земля имеет отрицательный заряд, то есть минусовой, а ионосфера положительный, плюсовой. А мы знаем, что минус от минуса отталкивается. Так вот, получается, минус от Земли отталкивается. И вот, ну, как бы та же аналогия, как от магнитов. Но тут, правда, не отталкивание магнитов, тут идет другой эффект. Сейчас объясню. Для чего нам нужен качер? Качер нам задает качер, вы знаем, что у нас импульсные выдает вот этот сам трансформатор. Но если мы поместим туда провод, импульсы пойдут по проводу на средний диск. Что это нам дает? Когда вот это раскручиваются моторы, и мы подаем на них напряжение высокое, что это нам дает? У нас получается 2 тороидальных вихря. Они закручиваются в разных направлениях. А вот этот качер на средний диск, он не дает этим вихрям нейтрализовать друг друга. Видите, у нас потенциал положительный, здесь отрицательный. Они как бы друг друга могут нейтрализовать. А импульсы они выдают, у них постоянно импульсная схема вот этот выдает этот эффект, что вот эти тороиды, 2 тороидальных вихря, они не распадаются. Дальше для чего он служит вот этот ультразвуковая часть? Вот здесь мы видим батарея, сам регулятор и тоже регулятор и вот этот самый ультразвуковой генератор. Как видели, я вот в ролике показал, что Хатчисон направлял продольные волны на предметы, и предметы левитировали. Но это были волны высокой частоты. Я же не стал подбирать продольные волны, у меня идут импульс от качера, но высокочастотные волны идут от самого вот этого генератора ультразвукового. Здесь стоит пьезоэлемент, он расположен в верхней части диска. Сама схема маленькая, она небольшая, она умещается в этом колпачке. А регуляторы все вынесены ко мне. Ну, в общем, так что по одному низковольтному у меня тут идет с этой схемы один провод, но в нем 4 кабеля. Он питает сами моторы и вот эту схему. Они потом распределяются напряжением на ультразвуковой генератор и на моторы. Так вот, мы видим, моторы закручивают диски в разные стороны, так же как и в системе Шаурберга. Но у него немножко по-другому состояли. У него что себя представляет сама вот этот диск? Это та же самая электрофорная машина, положенная горизонтально. Но у Шаурберга было вот здесь вот 2 продольные щетки стояли. Они как бы снимали заряды при вращении и разделяли на электроны и позитроны. И сама машина вот этого у него, у Шаурберга, как бы заряжалась зарядами этих позитронов. А позитронные заряды имеют, тело заряжено позитронами, имеет свойство левитировать. Но, как вы помните из ролика, что заряженное тело, просто даже электронами, тоже имеет свойство терять вес. Что это дает? То есть гравитационные волны Земли огибают. Ну так вот, посмотрим на саму систему. Диски разгоняют. Вот эти моторы разгоняют 2 диска. Создается 2 вихря тороидальных. Средний диск им не дает рассыпаться, то есть нейтрализовать. И гравитационные волны огибают его. А то, что гравитационные волны, это простой эфир, который прижимает. Он имеет большую плотность, несмотря на то, что он неощутим. Вернее, как сказать, да, больше плотность. И поэтому все наши планеты круглые, потому что они сжаты чудовищным давлением. Вот вы не замечали, почему планеты круглые? Я уже объяснял в своем ролике теории антигравитации. Потому что их давит, сжимает эфир. И все тела, любое тело, которое имеет меньшую плотность, сжимается в одну сторону. Сжимается в сторону меньшей плотности.
Это закономерно. Вот поэтому природа гравитации таким способом и можно объясняется. Итак, вот, то, что тело, если не прижимается, дальше работает классический закон центробежного движения. То есть дальше все по классике. Центробежная сила Земли выкидывает вот это тело от себя подальше. Ну вот с этим понятно. Дальше перейдем к этому. У нас тут имеются магниты. Они расположены вот таким образом. 6 магнитов. Почему 6? Не 4, не 8, не 9. А вот потому что, смотрите, если провести вот эти линии, да, получится как бы сота, пчелиная сота. Как помните, Гребенников говорил, волновой маяк вот эти соты излучают. Вот если расположить их вот в эти линии, как бы получится вот так вот, как бы эти поля, они как бы ромашкой распределены. Получится как бы у нас тоже, ну, не волновой маяк, а вот электромагнитное поле вот такой вот направленности. Оно вот, кстати, вот как видите, как расположены магниты. Север сверху, юг снизу. И подается напряжение вот это минусовое к югу. Вот это создает эффект. Я, правда, не могу сейчас еще объяснить полностью все, потому что сам еще не до конца все понимаю. Но я объясняю все как могу. Так что поэтому заранее прошу меня не ругать, если что-то я не так объясняю. То, что я объясняю на том уровне, на который мне доступен. Так вот, можете, конечно, не согласиться с моим мнением, но я высказываю свою точку зрения. Все. Для чего нам служит вот эта ультразвуковая схема? Хатчисон, помните, экспериментировал с продольными волнами. Он направлял головку излучателя на предметы, и предметы левитировали. А вот сами эти излучатели, у него, как он упоминалось из ролика, что был высокочастотные импульсы выдавали. Они были направлены на предмет, и предмет, как сказать, менял свои частотные характеристики. И это ему давало свойство левитировать. У меня, как видите, тут собрано все до кучи. Я вот иду каким-то сложным путем, хотя я вот уверен, сама система, вот эта антигравитация, она может быть гораздо проще. Ведь в зоне Прейзера, там, вы знаете, никакой сложной электроники нет, там просто какие-то аномалии, связанные с этими, с земной корой. Ну так вот, вот этот излучатель, пьезоэлемент стоит, он в самом диске собран, он выдает, как сказать, ультразвук на всю вот эту систему, облучает этим своими частотами высокими все этот аппарат. Качер дает импульс, тоже высокочастотный. И вот где-то с ними вот надо ловить резонанс. Вот, как вот настроить ее, вот тут уже начинается целый геморрой, ребята. Вы, кто имел дело с этими с антеннами параболическими, знаете, что нужно там делать поляризацию в горизонтальной плоскости, вертикальной, настраивать сам транспордер и все прочее. Вот здесь вот тоже не меньше гемора, даже может побольше. Нужно согласовать вот эти частоту импульса с качера на среднем диске с этими стероидами, тут задавая им напряжение, регулируя намагниченность этих дисков, потому что это у нас, как видите, имеет этот, ну, как сказать, по сущности конденсатор заряжается. Если заряд будет и выше, и либо меньше, параметры схемы заваливаются, и вот эти гравитационные волны, они уже не огибают, а проходят вниз и придавливают систему. Если их настроить как бы синхронно, чтобы был резонанс вот этих полей, то гравитационные волны как бы огибают эту саму схему, и вот этот эффект, который в совокупности дает все это электроника, она вот и дает нам вот это левитационные действия. Ну вот, я вот, как сказать, иду каким-то сложным путем, но эту схему есть смысл собирать, если у вас вот этот металл, с которого собраны вот эти диски. Они, как помните, вот у Гребенникова, я это говорил тоже в ролике, что надкрылок, он имеет какую-то шероховатую структуру, он неровный. Вот эти неровности, они при электризации, они искривляют эти магнитные поля. И когда вот жук летит, он махает, помните, как у него крылья?
надкрылок и крыло махает. Вот этим маханием он вырабатывает электростатические импульсы, которые насыщаются надкрылок. И там в надкрылке, вот как в моем ролике вы видели уже, имеется такие множество таких дырочек. Они вот эти. И еще снизу такие вот как бы волоски. Вот по этим волоскам стекают заряды. Но у меня тут, видите, система немножко по-другому. Вот это у него скопировано только вот эти два диска из этого металла. Они очень близко напоминают структуру этого жука. И импульс задает не само крыло, которое машет, а вот этот качер, который выдает импульсы. Оно как бы электростатические импульсы дает на него. Плюс вот эти ультразвуковые волны облучаются. И вся эта система в совокупности вот это дает тот эффект, при котором гравитационное поле Земли огибает это все. Ну, как вы поняли, что есть смысл собирать эту схему, когда у вас будет такой металл. Но, однако, не огорчайтесь. Я уже начал собирать новый диск. Как вы видите, здесь простой металл. Нету того металла, с которого собрано это. Тут собрано из простых корпусов DVD. Но здесь уже два магнитных поля. Также распределены поля. Я хочу подобрать характеристики вот для этого диска. Если удастся запустить, то вам уже будет проще собирать его. Ну, как видите, пока что еще испытания идут в стадии разработки. Пока вернемся к этой схеме. Так что вот, схему я выложил, но не знаю, есть ли у вас желание ее собирать или нет. Прошу, конечно, учесть одно, что я не несу ответственности, если у вас не получилось. Если вы не нашли такой металл, не подобрали параметры, то нет смысла, как говорится, работать дальше по ней. Нужно знать некоторые моменты. А вот как настроить параметры, это уже тема для другого видео. Ну, на этом, я думаю, заканчиваю. Надеюсь, было интересно. Я еще вернусь к теме Гребенникова. Гравелеты уже начал собирать. Я уже показал в своем видео. Я работал с архивом Гребенникова. Так что я веду исследования во всех направлениях. Ну и кое-что расскажу и потом еще о таких вот изобретениях, как Игнатов. Вы, наверное, не слышали такого Игнатова. Он тоже изобретал устройство левитирующее. Но у него другой принцип был. Но у него очень простой был. Я потом... Это уже, правда, для следующего видео. А то сегодня видео затянулось. Так что, думаю, наверное, уже у вас нет терпения дальше смотреть. Ну вот, основное я вам рассказал. Некоторые принципы я еще сам должен понять. Рассказал так, как мог. На том уровне, на каком я понимаю. Ну, надеюсь, было интересно. Вот так. Задавайте вопросы, пишите комментарии, кому интересно. Ну, ставьте лайки, дизлайки. Ну, сейчас я слушаю. Сейчас я чувствую, опять на меня посыпется дерьмо со всех щелей. Кажется, троллей полно. Но не будем на них отвлекаться. Ну ладно. Так, друзья мои, всем удачи. Еще раз хочу поблагодарить тех, кто помог мне с финансами. Друзья мои, большое вам спасибо. Вы мне очень помогли, так что у меня денег ограничено. Ну, исследования продолжаются. Я постараюсь запустить вот этот диск. Он будет, видите, по конструкции он проще, металл проще, материал простой. Я думаю, надеюсь, когда-нибудь и подберу параметры для него. А пока всем удачи. С вами был Алексей и канал Технологии с гаража.